моих фильмах я не люблю показывать музеи, потому что обычно там о том, как жили когда-то, а мне хочется показать вам, как живут сейчас. Настоящую жизнь. И лучше всех о ней рассказывают местные. Вообще любая страна — это в первую очередь ее люди. Именно люди делают страну такой, какая она есть. Именно люди создают гостеприимство и атмосферу. Именно из-за них хочется возвращаться или вычеркнуть навсегда. Признаюсь, я очень люблю Турцию и особенно Стамбул. Для меня это мой особенный город. Город, который невозможно полностью познать. Город, который не оставит никого равнодушным. Город, в который я с огромной радостью вновь и вновь возвращаюсь. Настоящая современная Турция — это про Стамбул, также известный как Константинополь, бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Каждый кирпичик города — это наследие богатой и многовековой культуры. Из 16 миллионов населения города только 5 миллионов родились в Стамбуле, и какая-то часть из этих 5 миллионов стамбульцев в первом поколении. Здесь можно встретить людей со всей Турции, из всех ее провинций и разных этнических корней. В 60-70-х годах прошлого века население Стамбула стало резко увеличиваться. Люди начали перемещаться в культурную столицу со всех концов страны в надежде на лучшую жизнь и заработок. Этому способствовали турецкие мелодраматические фильмы тех лет, часто повествующие о деревенских золушках, приехавших в Стамбул и нашедших в нем, несмотря на все преграды, свое личное счастье. Образ Истанбул Эфендиси, стамбульского джентльмена, человека из Стамбула, всегда контрастировал с образом жителя периферии. Достаточно сказать, что до 60-х годов прошлого века в Стамбуле было практически невозможно встретить мужчину не в костюме и не при галстуке, каким бы трудом он ни занимался. Произношение, культура и даже кухня в этом городе свои, отличающиеся от других регионов. Многие мечтают увидеть Стамбул, а кому-то посчастливилось здесь жить. В этом фильме я постарался разобраться, какой он, Стамбул, для местных. Чем они живут, за что они любят этот город всем сердцем, а за что могут его и поругать. Это фильм о настоящем Стамбуле. Приятного просмотра. У нас с вами типичное субботнее утро в Стамбуле. У кого-то пробежка, кто-то спешит на работу, кто-то уже что-то продает. Ну а мы с вами отправляемся завтракать так, как это делают местные. Это район Каракёй. И мы в одном из очень известных мест, которое славится на всю Турцию. Со мной коренная стамбульчанка. Зовут ее Айше. Başlayalım mı? Tamam, başlayalım. Afiyet olsun. Çok sağ olun, afiyet olsun. Это ваш обычный завтрак или нет? This is not a real ordinary breakfast. Ну, не совсем. Обычно я беру еще с собой семит. Когда у меня рабочий день, я часто рано утром прихожу в порт. Так как здесь много отелей, присаживаюсь где-то и беру себе такой простой завтрак. Это отличное начало дня. Такой завтрак заряжает энергией. В нем есть и сыр, и помидоры, и огурцы. И, конечно же, мы не можем начать свой день без чашечки чая. Without tea, we can start the day. Да, я называю его тавшан-каны. Тавшан-каны, да. Вроде далеко не все турки говорят тавшан-каны. Чаще все-таки говорят демли чай. Да, так и есть. Тавшан-каны — это же когда чай цвета кроличьей крови. Да, То есть очень крепкий чай. Very strong. да, очень крепкий. Я могу пить такой только по утрам. После обеда уже приходится отказываться. Иначе это действительно потом мешает спать. Турция, кстати, сейчас известна тем, что в ней самый высокий уровень потребления чая на душу населения. Каждый день в стране выпивается около 250 миллионов стаканов чая. I think you can find simit. Семит без огурцов, сыра, помидоров, я думаю, можно найти и в Нью-Йорке, и в Европе, и вообще почти в каждом уголке мира.
Да. И, конечно же, везде в Турции. Тут в Стамбуле на каждом углу продают семит. Почему же он так популярен и какая у него история? Расскажите, пожалуйста. Why it is so popular? Почему семит так популярен? Во-первых, он очень вкусный и при этом простой. А благодаря кунжуту в составе еще и полезный. And it's also very yummy. And it keeps you also for a longer period, like for Семит надолго утоляет голод, как минимум на пару часов. Так что не захочется есть что-то еще. Его удобно взять с собой, а свежий семит всегда можно найти. always fresh. Because traditionally in Turkey or in Istanbul at least, В Турции, особенно в Стамбуле, его традиционно выпекают дважды в день. Я не говорю о той пекарне, которая специализируется на семите. Они пекут его круглосуточно. Я о тех, что продают много разных видов хлеба. Первая партия семита готова рано утром, примерно в 7 утра, и остается в продаже до 10. Потом выпекается вторая партия, и она готова уже во второй половине дня, около половины 4. Так что свежий семит можно купить в любое время. К тому же его легко взять с собой куда угодно. Есть даже уличные продавцы семичи, которые носят его на подносах, часто прямо на голове. Они ходят по районам, громко крича «Семичи!». Люди открывают двери или просто кричат с балконов «Подходите, семичи!» и покупают семит на завтрак или другой прием пищи. for breakfast or for any occasion. Now we're in Karaköy. Сейчас мы в Каракёе. Это место, я думаю, одно из самых известных в Стамбуле, особенно когда речь идет о семите. Каракёе также довольно популярен сейчас благодаря ресторанам и барам, особенно после того, как открылся Галата-порт, который привел сюда множество новых заведений. Но был ли этот район таким популярным, скажем, 20-50 лет назад? Что здесь было раньше? 20-50 years ago, what was here? Нет, с 11 до 18 лет я жила в этом районе, так что я провела здесь 8 лет, практически все свои школьные годы. School. And in the beginning, it was quite creepy. Тогда здесь было довольно жутко. Здания были в основном заброшенными, поэтому многие из них в 70-х были заняты бездомными. Так что гулять здесь ночью или даже вечером было не супер идеей. Нам всегда говорили: держитесь подальше от переулков Каракёя. The small streets of Karaköy. And there was one more thing just across, because this was the port since the beginning. И еще такой интересный момент. Поскольку это с самого начала был порт, тут был бордель на другой стороне улицы. И старшие всегда предупреждали нас: не ходите в этот район. To that area. But then it started to change with the 80s. Но в 80-х все начало меняться. Как только круизные корабли стали чаще заходить в Стамбул, здания потихоньку начали восстанавливать. Многие из них были раньше офисами судоходных агентов, поскольку это была основная портовая зона. Их переделали в небольшие отели, Airbnb и рестораны. Small hotels or Airbnb places, and even in restaurants. Но настоящее преображение началось в 2000-х. Теперь это одно из самых популярных мест для ночной жизни молодежи. Тут можно и поужинать, и потусоваться, так как здесь бесконечное количество разных баров и клубов. Так что да, здесь много So изменилось. it changed a lot. Да, в Стамбуле за последние годы много что изменилось и эволюционировало. Но осталось в городе одно место, которое неизменно можно назвать визитной карточкой Стамбула уже почти 600 лет. Гранд-базар. С 1460 года и по сегодняшний день это важное место для покупок в жизни жителей Стамбула и его гостей. Внутри Гранд-базара есть рестораны, источники воды, мечети, жилые помещения и даже кладбища. В османский период на базаре работали банки и биржа. До середины 19 века базар был центром работорговли. На Гранд-базаре есть даже улицы, которые сохранили свои старые названия. Улица Колпачников, Кальянщиков, Самоварная. Одним словом, Гранд-базар — это не просто рынок, пусть даже колоритный, а самое, что ни есть, достопримечательность, не посетить которую, находясь в Стамбуле, было бы непростительной ошибкой. И чтобы прожить и хоть немного понять, о чем это многовековое место, нужно и здесь найти того самого
местного. Мне повезло встретить Бекирбея. Этот колоритный мужчина является представителем семьи, которая владеет чайным домом на Гранд-базаре уже 1,5 века. Это место открыто в 1875 году и с тех пор принадлежит моей семье. Все это время оно сохраняется в том же виде, как и в самом начале. Здесь готовят чай и кофе уже 150 лет. Первым здесь был дед моего деда. Я же являюсь 5-м поколением владельцев. За 150 лет здесь побывало столько людей, что многие из них стали нашими друзьями. Заметьте, я не говорю клиентов, потому что те, кто приходят на базар и заходят к нам, это наши гости. Мы не смотрим на эту работу как на заработок. Это наш долг отправить гостей довольными и счастливыми. Гранд-базар для нас очень важен. Это история, которая включает и историю моей семьи тоже. Только подумайте, базару 560 лет. И все эти 560 лет он работает и развивается. Это самый большой крытый рынок в мире до сих пор. Здесь 4000 магазинов, 62 улицы, 21 ворота, и все это расположено на 42 тысячах квадратных метров территории города. Ежедневно здесь трудится 30 тысяч человек. Количество посетителей от 200 до 500 тысяч человек в зависимости от сезона. Это настоящий город в городе. Когда вы приходите сюда, у вас может возникнуть ощущение, что вы находитесь в другом времени. Ведь здесь до сих пор в лавках можно пообщаться, поторговаться, выбрать что-то, и во время этого процесса вы не чувствуете себя клиентом, а наоборот, гостем, с которым самое важное не сделать бизнес, а остаться в хороших, добропорядочных, даже дружеских отношениях. В торговых центрах и в других магазинах вы этого уже не увидите. Эта культура уходит. Кстати, вы даже не обязаны здесь что-то покупать. Вы можете подойти, поздороваться, вас угостят чаем, и с этого момента вы уже гость. А если вы гость, то купить что-то – это уже второстепенно. Да, первое, что сразу бросается в глаза в Стамбуле, это торговцы. Торговля – это образ жизни этого города, определяющий его характер. Никто никогда не сможет подсчитать общее количество всевозможных лавочек, павильонов, магазинчиков Стамбула, в которых продается буквально все, что душе угодно. Бесконечный гул, движение, толпы людей на всех крупных улицах – все здесь поначалу вводит в замешательство. Но и из этого тоже складывается неповторимый колорит древнего города. То, за что его любят, за что его запоминают. Знаете, чем еще богат Стамбул? Несравненной кухней. В любом магазинчике или уютном кафе вам приготовят восхитительное блюдо из овощей, рыбы, мяса или сочной зелени. Никто также не останется равнодушен к гёзлеме. Это турецкая лепешка с начинкой. Прибавьте к ним местный кофе или чай с традиционными сладостями, и можно смело утверждать, что вы попали в восточную сказку. Сейчас мы перемещаемся из нового города в старый. Это тоже сбивает с толку многих. Оба района находятся на европейской стороне.
Здесь открывается прекрасный панорамный вид на полуостров. Первое поселение города тогда осело на самой оконечности этого полуострова. Примерно 2700 лет назад. Согласно легенде, сюда приплыли корабли из Мегары, древнегреческого города. У них был вожак по имени Бизос. До этого он побывал в Дельфы, где он попросил у оракула совет о том, что ему стоит сделать. Оракул сказал ему, что он поселит свой народ напротив страны слепых. And the oracle told him that he is going to settle down across the country of blind people, which didn't mean so much in the beginning. Для него сначала это не несло особого смысла. Но после долгих плаваний они достигли этого самого места. Когда они обогнули мыс полуострова, они нашли очень хорошую, защищенную природную гавань. И вместо того, чтобы двигаться дальше, на север к Черному морю, они решили остаться здесь. Однако обнаружили, что на месте сегодняшней азиатской стороны города уже было другое поселение, которое называлось Халкидон, то есть современный Кадыкёй. Это тоже очень привлекательный район. После Эминёни мы как раз туда поедем. Возвращаясь к моей истории. И вот Бизос сказал: эти люди, наверное, были слепы. Как они не смогли разглядеть преимущества этого прекрасного места? Вот такова легенда основания города. Первоначально он назывался Византий. Почти 600 лет он был независимым и богатым портовым городом. Затем его многократно захватывали различные захватчики, пока не пришли римляне во II веке нашей эры. В III и IV веках город стал центром Римской империи на востоке. В итоге император Константин Великий решил сделать этот город столицей Римской империи и переименовать его в Константинополь. Если посмотреть туда, можно увидеть первый холм. В пределах Стамбула находятся 7 холмов. 7 холмов напоминают нам о Риме. Одно из названий этого города было Новый Рим, после того, как он стал последней столицей Великой Римской империи. Первый холм, который служил Акрополем, считается императорским. Именно здесь византийские императоры построили свой первый дворец. Позже, в XV веке, после завоевания города, османские султаны воздвигли здесь свой главный дворец Топкапы, который сегодня можно увидеть вместе с башней Справедливости. В течение 4 столетий здесь успели пожить 25 султанов. Внутри дворца находится и гарем, так называемая женская часть. Интересно, что слово «гарем» на арабском языке означает «запретный», происходя от слова «харам». Это была строго охраняемая зона, доступ в которую был закрыт для посторонних. В гареме находились женщины из королевской семьи, личные слуги и охрана. Молодые наложницы поступали сюда в юном возрасте. Их обучали и готовили к важным ролям. Некоторые из самых красивых и здоровых становились потенциальными женами султанов и также их фаворитками. Этот исторический период вдохновил множество хорошо нам известных турецких сериалов. Моя семья смотрела все эти сериалы по несколько раз, и я тоже хорошо их знаю. Могу представить. Так что, там все правда? Конечно, это основано на реальных событиях, но концовки чаще всего вымышлены. Так вот, чтобы избежать инбридинга, они женились на здоровых, красивых женщинах из других стран. Но самые известные были с Балкан, Сербии, Хорватии, Украины и Польши. Кажется, самая известная и популярная, согласно сериалам, как раз была девушка с запада Украины. Так и есть, да. Роксолана очень хороший пример. Позже стала Хюррем Султан, второй женой Сулеймана Великолепного.
And so she was a very interesting character, definitely one of. Она была очень интересной личностью. Определенно, одной из самых амбициозных. И хотя она не считалась самой красивой, она была очень привлекательной. Хюррем Султан также играл активную роль в политической жизни Османской империи, оказывая огромное влияние на многие решения своего мужа. XVI век Османской империи мы называем «золотым веком». Именно в этот период под правлением Сулеймана Великолепного, который управлял 46 лет, империя достигла своего наивысшего расцвета и самых дальних границ. Османы контролировали территории Северной и Восточной Африки, западную часть Аравийского полуострова, известную как провинция Хиджаз, и всю территорию Ближнего Востока, вплоть до Каспийского моря. К тому же под их властью находился весь Черноморский регион. Балканы начали переходить под османское владычество еще в XIV веке. И к концу XVI века империя включала в себя территории, населенные представителями около 22 разных народов. So there were about 22 different nations under the Ottoman umbrella at that time. Как вы поняли, это уже не Турция, это уже не Стамбул. Не, Турция остается в Турции, Стамбул остается в Турции, в Стамбуле. Он же Константинополь, вас ждет еще, такое насыщенное видео, такое насыщенное, скорее даже фильм. Продолжайте его смотреть, пожалуйста, до конца. И не забывайте благодарить, если это еще не сделали, то можете остановить видео, зайти в комментарии и написать: Андрей, благодарю тебя за твои фильмы, которые ты снимаешь, после которых хочется жить, мне так кажется, и после которых хочется в том числе открывать нашу невероятную планету, узнавать людей, быт, традиции. Мы все разные, но мы все едины. Я вот только что вышел из пещеры, которую вам покажу в одном из видео из Камбоджи. Да, мечта сбылась, я снял Камбоджу, я снял экспаты, я снял о жизни местных, только что провел интервью и экскурсию, даже не интервью, а просто беседу с очень интересным монахом, который делает священные тату. Об этом всем узнаете в видео. Ну, в общем, Камбоджа, поверьте, когда-то в свое время я открыл для себя в 2007 в свадебном путешествии, а потом, когда начал снимать, в 2017 открыл для многих Бали. Кто не бывал. И снял порядка 10 видео Бали точно. Когда прилетал на Бали, то мне многие благодарили: Андрей, спасибо вам, ваши советы помогли, Андрей, вот это мы смотрели, понравилось, как кто-то переезжал на Бали, тоже понравилось. Ну, в общем, я открою для вас Камбоджу, поверьте, вам понравится. Очень недорого, очень насыщенно, интересно историей и много чем. И люди крайне добрые просто, ну вот. То место, куда вы в том числе поедете в одну из следующих поездок точно. Также я сейчас возвращаюсь и провожу сессию вопросы-ответы с будущими студентами, которые еще не определились, идти ли к нам учиться в школу цифровых навыков ПАРА или нет. Если хотите, можете к ней присоединиться. Все ссылки всегда оставляю в описании и в комментариях. И 5 марта у нас первая вводная лекция, ну а потом до конца марта плотно читаю лекции и будем учиться полгода на 16-м потоке комплексного курса по интернет-маркетингу в моей школе цифровых навыков ПАРА, где мы с вами будем разбираться в темном лесу интернет-маркетинга. Контекстная реклама, SMM, SEO-оптимизация, аналитика, email-маркетинг, контент-маркетинг, ну, в общем, все эти знания, которые необходимы для того, чтобы стать маркетологом, либо заниматься своим бизнесом, либо работать, фрилансить из любой точки мира, либо идти в какую-то компанию и работать. Все лекции вживую, и в этом потоке уже будет новый блог по созданию контента, как снимать, на что снимать, как монтировать, как работать со светом, как работать с звуком, снимать на телефон. Ну, в общем, по-моему, у нас 7 лекций. Я в прошлом видео сказал 4, у нас на самом деле 4 блока, 7 лекций, будем детально разбираться. Когда-то сделаем, скорее всего, еще и курс большой, как заниматься фильммейкингом в том числе. Вот, поэтому, если хотите обучиться интернет-маркетингу, работать из любой точки мира, все контакты есть в описании к видео. Звоните, пишите, наши коллеги-менеджеры вам всю информацию предоставят, подходит ли вам
курсы. И если вдруг вашему бизнесу необходима помощь в интернет-маркетинге, то я бы вам порекомендовал взять себе на работу хороших, сильных специалистов, которые бы этим занялись. А если таковых специалистов вы найти не можете или не можете себе позволить таких специалистов в штат, то можете приходить в том числе и в наше агентство Para Agency, где мы поможем вам тоже с контекстной рекламой, SMM, SEO-оптимизацией и так далее. Вот. Ну и да, приятного просмотра видео дальше. Школа цифровых навыков Para. Давай разберемся вместе. А сейчас мы перенесемся в один из старейших жилых районов Стамбула, на азиатскую часть, в район Üsküdar. Где-то здесь заканчивался маршрут Шелкового пути, и отсюда паломники отправлялись в Мекку. А сейчас это один из самых любимых районов стамбульцев. Именно в Üsküdar'е снимается больше всего сериалов и фильмов в Турции. Из окон домов Üsküdar'а можно наблюдать красивый Босфорский мост и романтичную девичью башню, которая часто появляется на фотографиях города. Легенда гласит, что король построил башню на Босфоре, чтобы защитить свою дочь от пророчества о том, что она умрет от укуса змеи. Но девушка получила корзину фруктов, в которой была спрятана та самая змея, которая ее укусила, и девушка умерла. Отсюда и название «Девичья башня». По-турецки «Кыз Кулиси». Вообще исторически до мозга костей Üsküdar'а заслуживает отдельного внимания, как и люди, живущие здесь. Знакомьтесь, это мой хороший друг Джемре, коренной житель Üsküdar'а, музыкант и путешественник. В каких только городах и странах он не был, но Стамбул для него всегда на первом месте. Привет, Андрей, добро пожаловать в Üsküdar'e. Самый исторический час в азиатском береге в Стамбуле. Обычно, конечно, Стамбул раньше просто был внутри этот крепость, где мы сейчас видим налево. Это называется исторический полуостров. Вот. И раньше, например, чиновники и так далее, люди, которые работали в Стамбуле, они жили здесь. Но, конечно, здесь очень старый район. Типа, кто не жил? Персы жил, греки жили, Римская империя восточная, мы, турки. Вот. Смотришь сюда, каждый штук почти 500-600 лет здесь. Например, вот этот мечеть, это Михримah Султан, да, если вы смотрели этот великолепный век, то это дочка Султан Сулеймана, она построила этот мечеть 500 лет назад. Вот налево, например, это типа из 18 века, этот мечеть, да. Там еще у нас есть Кыз Кулesi, который очень-очень-очень интересное место, которое они построили 2500 лет назад. Слушай, вот так вот посмотреть, здесь это хорошо видно. В любой район, куда ты не приедешь, какая-то такое вот складывается впечатление, что здесь хаотичная застройка. Дом на доме, выше, ниже, в одном стиле, в другом стиле. Потому что это старый район, поэтому. Я иногда чувствую, что мы плохо планируем этот город. А второй, это очень старый город. И вот эти дороги, они узкие, потому что никто не представили, конечно, будет что-то, которое мы называем машину, да? Просто для лошади и так далее, эти дороги хватило. А потом, когда мы начинали построить, конечно, вот типа люди приехали из типа Анатолия, да, это было 1916, 17 или 18 году много людей приехали в Стамбул, чтобы работать, да, просто они приехали и построили. И потом вот такая архитектура получилась. Конечно, у нескольких нет разрешения, почти вот последние 1-2 этажа, нет разрешения, но мы построим, например, налево, это очень видно, вот видели? Да, это без разрешения, например. Но потом ты как так возьмешь разрешение? Потом у тебя получается амнистия, я знаю. Да. Особенно перед выборами очень часто происходит амнистия. Да, вот я это перед выборами, да. Я сейчас смотрю, как я вижу мир и так далее. Этот район, есть много эффектов, потому что здесь
есть консервативные люди, есть модерн типа люди, да, и все серьезно респектуют, типа, друг на друга. Вот это серьезно интересно, потому что вы видите, что серьезно вот чувствуете как Восток и чувствуете как Запад тоже. Но это, конечно, весь Стамбул так, но в Üsküdar'е вы это больше чувствуете, мне кажется, потому что, например, я отсюда езжу в Бешикташ 10 минут, другой мир, вот типа очень западный город, да, а, например, 10 минут я пойду в Фатих отсюда, вообще другой мир, да. Слушай, а сколько будет стоить снимать? У тебя 1+1, Да, одна спальня и одна салон. Вид, Вот если с таким видом, да, вот если шикарным. таким видом, например, это, мне кажется, 30 тысяч лир сейчас около. Вот такая квартира будет сдаваться? Да, Так да. дешево? Да. Ну это дешево, слушай, это $700. Ну, потому что это Üsküdar. Например, если такой было бы в Кадыкёе, они могли спросить 50 тысяч, например, или 45, вот. Давай прогуляемся по Üsküdar'у, посмотрим Давайте. немножко райончик. Хорошо. Это твой кот или это один из твоих котов? Она знает меня, она живет здесь, и она знает меня. И она любит сама вот ходить сюда. Она очень добрая, очень хорошая. Вот в каждом месте есть свой кот, да? Типа она здесь живут, есть еще несколько тоже. И другие кота не может, конечно. Слушай, а я заметил, кошки с собаками дружно живут как-то здесь. Да. Они покормлены, поэтому они не голодные. Тогда проблемы нет. Слушай, Джемре, знаешь, что интересно? Мы только что шли, там я снимаю вот здесь вот прям какая-то граффити на доме, который вот развалили, наверное, ново будут строить. Идет женщина, смотрит на меня, что я с камерой, постояла, подумала, минуту с дочкой шла и берет пакет мусора и выбрасывает за забор. Я это не снял, ну ладно. Что это такое? Это очень большая проблема у нас в Стамбуле. Даже ты можешь видеть, иногда люди пишут на стенах, чтобы, пожалуйста, не кладайте мусор сюда. Да, вот ты только что видел это, да? Я не знаю, почему люди это делают, серьезно, непонятно. Потому что вот, может быть, они ленивые, потому что, например, самый близкий мусорное ведро, 2 минуты пешком. Расскажи мне, пожалуйста, какие люди живут в этом районе, какой у них менталитет? В этом районе живут обычные консервативные люди, но последние 10 лет, конечно, много людей приехали из Кадыкёя и так далее, и чуть-чуть поменялся. Но что хорошо, что люди здесь знают друг друга. Например, я пойду в одном ресторане или в одном магазине, да, это люди там работают 50 лет, может быть 60 лет, и мы все знаем друг друга, это очень интересно. В Üsküdar'е есть много исторических, типа такая штука, и это почти, мне кажется, 250-300 лет точно. И вот они просто построили это, чтобы, когда люди хотят пить воду, они пьют, вот. И еще это работает, да? Вот это мне очень нравится в Üsküdar'е, серьезно. Вода подается обычным системам, но раньше, конечно, это было типа от гора и так далее, вот, типа питьевая вода была. А сейчас тоже хорошо, но, конечно, это обычная система, которая у нас есть дома. Слушай, здесь, конечно, сложновато идти. Вообще в Стамбуле есть места, где сложно гулять. Машин много, транспорта много, людей много, все время что-то где-то ремонтируется. Давай поговорим о менталитете стамбульцев. Как стамбульцы отличаются от других жителей Турции? И вообще, вот ты стамбулец в каком поколении? Когда... Ну, как я могу сказать, здесь я могу сказать 90% люди, у них бабушки, дедушки не из Стамбуля, точно, мои тоже. Потому что здесь вот стамбулец, они очень мало, серьезно. Поэтому я не знаю, если мы можем говорить об этом, честно. Но, конечно, есть старые
люди, которые они живут, я не знаю, вот типа 7 корень, 8 корень, типа, да, в Стамбуле живут. Конечно, у них точно другая культура, они более культурные, у них более образование есть, они типа реальнее, типа буржуа. Вот менталитет, конечно, здесь более типа эгоистичный, потому что в Анатолии люди обычно один не живут, там есть всегда большая семья и так далее. А в Стамбуле обычно семьи не так большие. Поэтому каждый иногда думает об себе, и это, мне кажется, самый другой менталитет. Самая большая разница, потому что в древних или в маленьком городе и так далее люди обычно защищают друг друга много, а здесь не так. So this is the nostalgic tram. Этот трамвай несет в себе особую ностальгию. До начала 60-х годов трамваи были единственным видом общественного транспорта в городе. В 50-х появились автобусы. Но трамваи продолжали оставаться основным средством передвижения. Со временем они были заброшены, хотя их система была основана еще в конце XIX века. Первое серьезное изменение произошло с появлением электрических автобусов, подключенных к проводам. В течение долгого времени трамваев в городе не было. We didn't have them. But then with the changing city. Но с изменением облика города и с ростом туристического интереса трамваи снова вернулись на улицы. Первый из них появился на улице Истекляль, которую мы позже увидим, если успеем. Трамвай в районе Мода обслуживает в основном местных жителей, хотя он также стал популярен среди туристов. Его маршрут идет по кругу. От Кадыкёя, оживленного коммерческого центра района, до Мода, одного из самых красивых жилых районов. Местные жители там – это в основном пожилые люди, которые приезжают сюда за покупками. They come over here to shop. And this is a convenient way for them to come because it's uphills again. And then after they... Трамвай как раз-таки помогает им преодолеть подъем в гору. Они делают все свои покупки на рынке Кадыкёя и спокойно возвращаются обратно домой, потому что трамвай ходит по кругу. Это уже азиатская часть? Да, это азиатская часть. Особо нет больших отличий в плане образа жизни. Хотя я должна сказать, что жить здесь гораздо приятнее, чем на европейской стороне. Там как-то слишком суетно. Люди расслабляются, когда приезжают сюда. Именно за этим они сюда и приезжают. Я еще слышал, что эта часть Стамбула более религиозная. Это зависит от района. На европейской стороне у нас тоже есть очень религиозные районы, рядом с очень современными. Кадыкёй известен как либеральный район, а Ускюдар – как более традиционный и религиозный. Здесь живет много молодых людей. До недавнего времени это был более дешевый район для студентов. Но это тоже изменилось. Сейчас в центре Кадыкёя уже не найти ничего дешевле 20 тысяч лир в месяц. Даже если это какая-то жуткая маленькая квартира. Кадыкёй с каждым годом становится все более популярным и желаемым районом для жизни. А теперь мы едем в район Мода. Точно, Мода. Посмотри, какая красивая улица. Здесь мы можем увидеть первую церковь, основанную в 1878 году ливантийскими семьями этого района. Объясните, пожалуйста, нашим зрителям, кто такие ливантийцы. Конечно, сейчас расскажу.
Левантийцы — это торговые семьи, преимущественно из Англии, Франции, Италии, Египта и других стран. Они играли ключевую роль в торговой жизни Восточного Средиземноморья. Of the Eastern Mediterranean. And usually they were working with the Ottoman Empire. Сотрудничая как с Османской империей, так и с ее провинциями. Основной их специализацией была торговля сельскохозяйственной продукцией. Среди этих товаров особое место занимал табак, ведь Турция производила лучший табак в Османской империи. Помимо этого, они занимались экспортом винограда, изюма, инжира и других продуктов. Некоторые представители этих семей также работали банкирами и имели тесные связи с османскими султанами. Султаны нередко брали у них деньги в долг, ведь их семьи были крупными кредиторами. Левантийцы жили здесь вместе с большими семьями. So these people were living here with all of their family members. Of course, now we see lots of apartments, but earlier. Сегодня мы видим много квартир. Но раньше этот район был совсем другим. Зеленые сады, сельское хозяйство, роскошные особняки. К сожалению, большинство из этих особняков уже давно снесено. Этот район называется Мода, что в переводе буквально означает «мода». Когда-то жить здесь было действительно модно. To live here in the area. А сейчас из модного и богемного района Мода мы с вами перенесемся в самое колоритное место Стамбула. Трущобы, скажут одни. Колорит, скажут другие. Ого, Стамбул и таким может быть, скажут третьи. Это район Фенер. Ранее на этой территории проживали еврейские, греческие и армянские общины, а сегодня Фенер — это обитель попрошаек, винтажных и хипстерских кафешек. Кстати, самые живописные цветные домики в Стамбуле находятся именно здесь. И познакомит нас с этим местом коренной стамбульчанин Ясин. Ясин — фотограф, его жизнь тесно связана с районом Фенер. Здесь он родился, вырос и узнал город во всей его многогранности. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Balık var mı? Yok? Ne için? Neden? Ha, tamam. Yenmiyor değil mi onlar? Ha, biraz var. Bak. Bir tane? Sadece bir tane. Tamamdır. O zaman kolay gelsin. İstanbul'un çok mozaik bir yerindeyiz. Это также один из самых уникальных и колоритных районов Стамбула в историческом уголке, сохранившемся со времен империи. Это место, где переплелись культуры и продолжают жить в гармонии традиции. Вот здесь чуть впереди виднеется Константинопольская патриархия, а выше знаменитый Фенерский лицей, настоящее сокровище, доставшееся нам от имперских времен. Неподалеку расположены учреждения еврейской общины. Когда-то в имперские времена турки и представители других народов и различных вероисповеданий жили здесь бок о бок. Но Стамбул не стоит на месте, он развивается и растет. Сейчас это мегаполис с населением около 16 миллионов, и плюс сюда постоянно приезжают мигранты, что создает дополнительные трудности. С учетом туристов и приезжих население переваливает за 20 миллионов, и город постоянно трансформируется. Эти старинные кварталы тоже меняются, становясь отражением новых веяний и духа времени. Buralar da çok değişiyor. Olumlu anlamda da değişiklikler oluyor. Bu bölgede aynı zamanda benim de ailem Osmanlı İmparatorluğu zamanı. Моя семья тоже когда-то поселилась в этом районе во времена Османской империи. Но из-за изменений, вызванных различными факторами, в том числе экономическими трудностями, многим семьям пришлось покинуть этот район. Стамбул, как и вся Турция, находится в зоне сейсмического риска. И особенно здесь эта угроза чувствуется остро. Поскольку здания в этом районе в основном старые, семьи, у которых экономическое положение немного лучше, уезжают отсюда. К сожалению, они не могут отремонтировать эти здания и не хотят жить с риском землетрясения. Также и моя семья. У нас тут когда-то был дом, который носил нашу фамилию.
где жила моя большая семья и родственники. Но сейчас его уже нет. Теперь моя семья живет в разных районах Стамбула. Я тоже не живу в этом районе, но очень его люблю. Здесь все пропитано историей, можно уловить дух цивилизации, которые жили в Стамбуле на протяжении тысячелетий. Binlerce yıldır yaşamış medeniyetlerin kokusunu alabiliyorsunuz bu bölgede. Знаете, есть еще вот какой момент. Например, когда я был в Париже, я пришел к выводу, что многие проблемы Стамбула действительно коренятся в перенаселенности. Хотя, конечно, дело не только в этом, тут накладывается и недостаток образования. Ведь сам по себе большой поток людей не может быть единственной причиной. В Париже, к примеру, я тоже сталкивался с дорожными заторами и неудобствами общественного транспорта. И грязь я там тоже видел. Вероятно, для любого перенаселенного места в мире поддержание порядка – это словно вызов. Но, конечно, если приложить чуть-чуть больше усилий, Стамбул мог бы стать гораздо более чистым и привлекательным городом. К сожалению, его нужно беречь, охранять, но не всегда удается достичь того, чего мы хотим. Сейчас Стамбул — это пестрый котел, где можно встретить типажи из любого уголка Турции с любым акцентом и придерживающихся привычного им провинциального уклада. Самый распространенный вопрос в Стамбуле — откуда вы? Нерлисин. Таким образом, человек пытается понять, из какого региона прибыл его собеседник в надежде найти земляка. Здесь мало кто становится истинным стамбульцем. Скорее, город меняется и приспосабливается под запросы тех, кто его теперь населяет. Закончив прогулку с Ясином, я увидел 3 парней, переходящих дорогу и направляющихся с бутылкой местной колы и каких-то снеков в нашу сторону. Отмечу, что эти парни своим внешним видом сильно отличались от типичной стамбульской молодежи. Мне стало интересно, кто они и чем живут. Иисус говорил: стучите в двери, и вам откроют. С открытым сердцем и желанием познакомиться я отправился навстречу парням, и двери открылись. Здравствуйте, я приехал из Малатьи, учусь в медресе на курсах Корана, запоминаю на память аяты из Корана и изучаю арабский. Мои друзья, они из Гирисуна, другой из Орду. Мне 17 лет, а им 14 и 15. Мы обычно приезжаем сюда раз в месяц, иногда раз в 2-3 месяца. Посещаем усыпальницы святых, навещаем наших шейхов, просто гуляем и иногда покупаем что-то необходимое. Я учусь дистанционно, так как в школе, по сути, ничему не учат. В современных школах, кроме тем про отношения между мужчинами и женщинами и коррупцию, ничего не рассказывают. Если бы я мог получить действительно качественное образование, я бы предпочел традиционное обучение. Вот мы приезжаем сюда, чтобы прогуляться, посмотреть эти места. Учусь я дистанционно, так даже лучше. Ну и так дальше. Знаете, как-то так. Мой отец компьютерный инженер, программист, работает в сфере компьютерных технологий. Он также носит чалму и джуббу, принадлежит к обществу Ихван. Многие из нас связаны с этим обществом и следуют учению Махмуда Эфенди. Что касается моих мечтаний о будущем, у меня есть 2 цели. Прежде всего, я хотел бы стать учителем, наставником, который помогает ученикам расти и постигать знания. Если не получится учителем, то, возможно, я хотел бы служить в армии, чтобы приносить пользу своей стране и народу. У меня есть 2 мечты, и одна из них обязательно сбудется. Другого пути для себя я не вижу. Мы не из тех, кто стремится к мирским благам и материальным достижениям. Для нас главное – это загробная жизнь, она действительно имеет смысл. Мирская жизнь приходящая и не играет большой роли. А мой отец занимается рекламой, делает вывески, таблички и прочее. Что касается моих ожиданий от будущего, то я хотел бы стать учителем, возможно, имамом. Если не получится, тогда, может быть, я продолжу дело отца. А еще я мог бы пойти в армию, у меня есть 3 цели, особых других амбиций нет. Школа — это не для меня, я не хочу учиться. Возможно, когда-нибудь я создам свою семью. Мой отец мастер-ремонтник, и я тоже, возможно, пойду по его стопам. Но в идеале я хотел бы стать учителем или военным, развиваться в этом направлении. Больше у меня других планов нет. Согласитесь, города как люди. Они живые и разные. Для кого-то Стамбул — это рынки с шумными торговцами, а для кого-то город искусства и творчества. Поскольку множество культур живут и посещают Стамбул, на улице города очень часто можно встретить уличных музыкантов со всех уголков Турции. Это Фуркан,
уличный музыкант, который уже 8 лет черпает вдохновение из ритма Стамбула. Его музыка оживает на станции метро Осман-Бей, где он мастерски играет на скрипке. Приехав из консервативного Кайсери, Фуркан нашел в этом городе не только свободу для творчества, но и поддержку наставника, благодаря которому раскрыл свой талант и обрел путь к самореализации. Его мелодии стали частью стамбульского колорита, рассказывая историю о поиске себя через искусство. По совету моего учителя Утку я начал заниматься тем, чем сейчас занимаюсь. Он раньше тоже был музыкантом в метро, как и я. 5 лет назад я работал на складе, но уволился. Затем я предупредил своего учителя, что могут возникнуть задержки с оплатой за уроки. Он отнесся к этому с пониманием и предложил попробовать себя в уличной музыке. Моей первой реакцией было «не могу, мне стыдно», ведь до этого я никогда не играл на скрипке перед публикой. Честно говоря, сама мысль об этом меня пугала, но со временем я осознал, что у меня просто нет другого выбора, другого пути. Работа на складе давалась мне с трудом, и так я решил попробовать. Большинство моих друзей-музыкантов я нашел в консерватории. Я учился там в частном университете, но вынужден был бросить, когда университет переехал из Кадикюя в Тузлу. Из-за этого я больше не мог учиться как раньше. В Турции много университетов, но из-за нехватки рабочих мест и слабой экономики зарплаты низкие. Поэтому я решил, что лучше уйти и сосредоточиться на самосовершенствовании, чем быть никому не нужным музыкантом. Так что я бросил учебу. Желаю всем однокурсникам успеха, надеюсь, они достигнут высот. Я выбрал свой путь и, честно говоря, счастлив. Сейчас я играю в метро и параллельно пытаюсь сделать что-то свое. В соцсетях публикую видео, после выступлений иногда спрашиваю людей, понравилось ли им или что можно улучшить. Иногда мы обсуждаем это и с начальниками метро. Кто-то хвалит, кто-то дает советы, и даже редкая критика помогает мне развиваться. Мне нравится оживленность Стамбула. Здесь можно заниматься любым делом, зарабатывать на чем угодно. С одной стороны, это замечательно, но, конечно, с этим связаны и определенные трудности. Здесь очень много разных людей. Одна из главных проблем – это трафик. В последние годы прибывшие в страну беженцы немного усложняют нашу жизнь. Войны, особенно на Ближнем Востоке, хотя напрямую и не касаются нашей страны, оказывают на нее все равно большое влияние. Это вызывает у меня сожаление. Сокращение рабочих мест для турок особенно ощущается в Стамбуле, который является сердцем Турции. Все это сильно отражается на нашей экономике. Для людей с низким доходом Стамбул становится настоящим адом. Одной из самых больших трудностей здесь являются экономические условия. Если живешь один, то минимальный доход в месяц должен составлять около 50 тысяч лир, чтобы покрыть аренду, коммунальные платежи и дополнительные расходы. Мне, к счастью, хватает на жизнь, так как я живу с семьей. Никто не требует от меня вносить деньги на дом или оплачивать что-то. Но поскольку я привык работать с детства и рано адаптироваться к этому, у меня возникает желание внести свою лепту. Я могу позволить себе расходы на кухню, купить подарки для мамы, оплатить ужин для всей семьи. Это идет от сердца. Меня никто об этом не просит, но мне же хочется. Возможно, поэтому мои заработки кажутся мне такими ценными. Я не забываю, откуда пришел. Я вырос в трудных условиях, был старшим ребенком, и вместе с мамой мы прошли через многое. Я научился тратить деньги, всегда думая о том, что будет завтра или через месяц, и распределяю свои расходы соответственно. Мы жили с мамой и 3 братьями и сестрами в Кайсери до того, как она вышла замуж 2-й раз. Честно говоря, мы прошли через серьезные трудности. Мы росли благодаря социальным пособиям и другой поддержке. Я тоже работал, но этого все равно не хватало, так как условия требовали большего. Я в будущем считаю своим долгом поддерживать тех, кто рос в условиях, похожих на мои. Тех, кто находится в похожей ситуации, кто имеет талант, но не может его развивать из-за экономических трудностей. Мой долг – протянуть им руку помощи, как это сделал для меня мой учитель Утку, поддержать их и помочь адаптироваться. Если, конечно, мои мечты сбудутся, и я однажды стану состоятельным человеком, я хотел бы поддерживать те социальные организации, от которых когда-то сам получал помощь. Это мой духовный долг, я искренне благодарен всем им.
Пусть Бог вознаградит их за это. Благодаря им мы выросли в Кайсерии, и через них я научился тому, каким человеком нужно быть, и как следует относиться к тем, кто находится в нужде. После того, как османы захватили Константинополь, город стал центром мировой империи. Он носил разные названия на протяжении своей истории. Но самые известные — Византий, Константинополь и Стамбул. Istanbul has an interesting background or let's say origin. Интересное происхождение у названия Стамбул. Оно произошло от древнегреческой фразы «Eastern Polis», что означало «давайте войдем в город». Это выражение появилось потому, что город был окружен стенами, и многие люди жили за их пределами. Уличные торговцы, заходя в город с тележками, приветствовали друг друга словами «Eastern Polis». So the Ottoman Istanbul got its golden age, the first golden age, probably in the 16th century. Османы пережили свой первый золотой век в XVI веке, в период правления Сулеймана Великолепного, который правил 46 лет. В это время доходы империи были колоссальными. Османы в основном жили за счет налогов с новых территорий и военной добычи. Но никогда не вмешивались в религию или культуру завоеванных народов. Это не была колонизация в привычном смысле. Поэтому многие народы, находившиеся под османским владычеством, жили в мире, избегая серьезных конфликтов. Тем не менее, османы также сталкивались с неудачами, особенно в попытках расширить свои владения. Империя была мощной военной силой, но не смогла продолжить свое расширение и увеличивать доходы. К концу XVII века она вступила в период стагнации. Это была огромная империя, и как большое колесо, которое нужно раскрутить, для изменения направления ей был необходим мощный толчок. Поэтому стагнация продолжалась долго. В XIX веке под влиянием французской революции народы, особенно на Балканах, начали восставать против османов. Первым было восстание греков. Постепенно Османская империя теряла эти территории. And then, so gradually they started to lose all of these areas, and there were standing wars and battles going on. And so Ottoman sultans were also not that capable. И на фоне войн и сражений султаны оказались неспособны управлять экономикой. Вместо этого империя погрузилась в долги, что привело к потере почти 2/3 своих земель уже во второй половине XIX века. Затем началась Первая мировая война. Османы вступили в союз с Германией и Пруссией, но оба этих государства оказались на стороне проигравших. Стамбул был оккупирован почти на 5 лет. Это было очень хаотичное время, потому что существовало два правительства. Одно в Стамбуле, правительство султана, которое было скорее марионеточным, так как действовал союзный комитет с инспектором и комиссаром, требовавший от султана подавить восстание в Анатолии. В это время уже формировалось другое правительство в Анкаре под руководством Ататюрка. Ататюрк был великим человеком, выдающимся стратегом, солдатом и визионером. Он видел будущее и пытался убедить султана или османское правительство изменить ситуацию. Но когда он увидел, что ничего не меняется, он решил создать новое правительство и парламент в Анкаре.
Это был военный парламент. И, что интересно, единственный военный парламент в истории. В течение следующих 3 лет боевых действий Ататюрк получил поддержку парламента в Анкаре. И началось основание новой республики, что стало концом Османской империи. Мы считаем падение Османской империи правильнее датировать 1918 годом, с окончанием Первой мировой войны. Сегодня у нас современная республика. Истамбул больше не является столицей. Теперь центром управления является Анкара, хотя это гораздо меньший город с населением 5,5 миллионов. I'm in love with this district. Я просто влюблен в этот район, ну правда. Но насколько я помню, недвижимость здесь, ну просто космически дорогая. It's too high, right? Yeah, I mean, once in the old good days, you were... Да, в старые добрые времена еще хоть как-то можно было арендовать здесь маленькую квартирку. А сейчас весь Стамбул стал очень дорогим, потому что это теперь очень интернациональный город. Конечно, миграция людей из других стран способствует повышению цен. Increase of the prices, and today only the upscaled people can live here. Сегодня здесь могут жить только обеспеченные люди. Если у квартиры есть вид на море, то цена будет в 2-3 раза больше, чем обычно. Да и, в общем, ничего дешевле 2-3 тысяч долларов в месяц здесь не найти, если планируешь арендовать. За однокомнатную квартиру? Нет, я имею в виду квартиры с 2 или 3 спальнями. Но даже минимальная цена за очень маленькие квартиры будет около 2000 долларов. Даже, возможно, для однокомнатной. Я помню, 2 года назад было очень много табличек, на которых написано о том, что же делать, если будет цунами. Смотри, Мраморное море довольно мелкое, но там есть одна очень глубокая точка. В 12 километрах на юг от Принцевых островов проходит один из основных разломов планеты. И там находится впадина глубиной в 1200 метров, так что дно там очень глубокое. Если произойдет землетрясение или цунами, волны здесь, конечно, не будут такими огромными, как в Тихом или Атлантическом океанах. Но их высота может достигать 2-3 метров. The waves could come up to maybe 2-3 meters. So there was an earthquake in the 9th century. В XIX веке произошло землетрясение, которое серьезно повлияло на Феодосийский порт, расположенный рядом со старым городом. Все корабли в гавани были смыты и оказались под землей. Мы даже не подозревали об этом. Down below the water. And we had no idea about that. We knew that there was a port. Нам было известно о существовании порта, но когда начали рыть туннели для нового метрополитена в районе Еникапы, обнаружили старые деревянные корабли под слоем песка. В подводной археологии находка кораблекрушения уже редкость. А если оно сохранилось с грузом, то это настоящая удача. Такое бывает не чаще, чем в 5% случаев. Then you are lucky. But here they found, I think, 37 ships. Но здесь они нашли, кажется, 37 кораблей. Причем почти половина из них оказалась в хорошем состоянии, с грузом, амфорами и другими артефактами. Это указывает на то, что в регионе было несколько цунами. Конечно, волны никогда не будут достигать такой высоты, как в Тихом океане, но они могут затопить прибрежные районы, заставляя людей эвакуироваться. Именно для этого и нужны предупреждающие таблички о цунами. Кстати, они появились относительно недавно, всего около 5 лет назад. Что-то чувствовать, ты живешь в Турции, в Стамбуле, тебе должен быть в рынке, конечно. И это очень интересное место. Здесь каждый магазин
почти, я не знаю, 60 лет, 70 лет, все люди знают друг друга. И, например, каждое утром я пойду в то же самое место, чтобы купить сыр для завтрака, или оливки для завтрака и так далее, или овощи мы купим. И здесь даже есть мои самые любимые рыбный ресторан, они тоже это типа семейный бизнес, да, и они мои друзья тоже из детства. И вот я обычно пообедаю там. Ну, ты чувствуешь как дома, вот это очень важно. Ты на улице, но это рынок очень большой, шумный, громкий, огромный, но ты чувствуешь как дома. Это очень интересно, по-моему. Ну это же все местно, здесь же вообще нет туристов. Если в Маде там еще, скорее всего, туристов половина, то здесь вообще туристов нет. Ну, видишь, да, местное. мало, очень мало туристов. Вот местные люди везде, да. Вот. Это такая культура есть где-то в ресторанах? Конечно, есть эта культура, особенно рыба, потому что когда готовишь рыбу дома, пахнет плохо. Поэтому обычно люди покушают рыбу на ресторане. Скажи, пожалуйста, вот там дядя кричит «паламут, паламут». Это рыба паламут такая? О, паламут – это очень вкусная рыба, и сейчас это сезон. Вот. Люди должны знать, не в каждом сезоне не можешь есть рыба. Например, надо знать, на какой сезоне какой рыба есть. Сейчас это сезон паламут. Это так вкусно. Даже он жирный, не надо жарить. На гриле будет очень вкусно. И сейчас, конечно, есть и ставрит тоже. Но остальные, это леврек, чупра и так далее, они весь сезон есть, потому что обычно они аквакультурные. Поэтому я сам не кушаю. Вот этот чинекоп, это тоже очень вкусно. Это из Босфора, только здесь есть этот чинекоп. Когда он получается большой, это люфер. Если найдете это самый-самый вкусный. Чинекоп такой, люфер такой, то же самая семья, да. Но я сегодня точно хочу вот такой паламут точно. А это тоже можем попробовать. Что он кричит? Он кричит, что паламут, они очень свежие, и он говорит про цена. Здесь не пишется 150, он только что делает скидку. Вот так получается. Вот сейчас он кричит 150. Вот. Но не пишется 150, конечно. А почему тот кричит тоже ему в ответ? Да, он говорит 180. Вот рынок, вот рынок. Tamam. Selam алейкум, хош булдук. Это папа моего друзья, самый близкий. Но они вот вместе, как семья, работают здесь. Семейный бизнес? Да, семейный. А сколько лет этому ресторану? Ну, 50 лет они здесь. Раньше они просто продали рыбу, а потом 20 лет назад они открывали этот ресторан. Слышите, птицы поют? Красиво поют, много птиц. 802 год. 3 храма. Шиве, Вишну и Брахме. Тому, кто сотворяет, защищает и разрушает. Сохранились в таком виде. Кайф. Снова Камбоджа, да, я знаю, будет очень много, красиво, интересно и, правда, насыщенно. Откройте для себя потрясающее место. Ну, в общем, вы уже поняли. А если захотите сюда прилететь, то не забывайте, что путешествие нужно начинать на поиске авиабилетов путешествий Trip My Dream. Заходите, вбиваете, откуда вы летите, куда вы летите, когда летите, получаете список всех авиакомпаний, включая Low Cost, Wizz Air, Ryanair, AirAsia, которые можно сюда. Мы, кстати, сюда летели, AirAsia из Бангкока. Выбираете самое удобное для вас время, самую удобную стыковку, если надо, цену, авиакомпания и переходите, покупаете и желательно не переплачивать, конечно же. Поэтому пользуйтесь для своих путешествий и для поиска авиабилетов, путешествий Trip My Dream. А я хотел сейчас не забыть сказать Алисе. Если вы смотрели «Экспаты из Стамбула» начала 2023 года, Алиса одна из топовых моих любимых characters по-английски, героиня, я говорю это, которая рассказывает о жизни, героиня экспатов. Кстати, с Алисой будет
еще один выпуск на моем другом канале, не пропустите его тоже. Алиса помогла мне найти очень многих героев для этого видео и еще для следующего, если я буду снимать про еду Стамбула. Но помимо того, что я хочу поблагодарить Алису, и чтобы вы посмотрели видео о жизни в Стамбуле новое, которое будет с ней на моем другом канале, я хочу вам сказать, что у Алисы есть своя школа изучения турецкого языка, поэтому если вы хотите по-интересному учить турецкий язык, не стесняйтесь обращаться к Алисе в ее школу. Она и ее специалисты вас вдохновят выучить турецкий, если вам это, конечно же, надо, ну и, соответственно, разговаривать гораздо быстрее. Но вообще у Алисы очень классный инстаграм, я на нее давно подписан, поэтому она всегда очень интересно и красиво показывает нюансы жизни в Стамбуле и вообще в Турции. Ну а я пойду. И да, помните, Шива, Брама и Вишну. Три единства, по сути, но мы-то все едины. Там, где разделяют, там нами властвуют. А если нами властвуют, значит, нас победили. Поэтому хочу напомнить, что сила в единстве, не в разделении на какой-то основе национальности, языка, вероисповедания, еды и так далее. А сила наша в единстве. Намасте. Гранд-базар – это символ моей семьи, символ моего государства, моей истории и моей нации. Мне не важно, какой вы национальности или религии, потому что в момент, когда вы переступаете порог Гранд-базара, вы становитесь нашим гостем. И самым важным является то, что вы приехали в Турцию, в Стамбул и пришли на Гранд-базар. Мы завариваем чай цвета крови кролика вот уже на протяжении 150 лет. Но есть еще и другие чаи. Например, мята, яблоко, зеленый чай, чай с корицей и все натуральные фрукты, высушенные не в печи, а под горячим турецким солнцем. Однако, конечно, черный чай цвета крови кролика я тоже очень люблю. Поэтому, если хотите, давайте отведаем по стаканчику. Это особенность турецкого народа. Эти чайники заварочные, а это мы называем емкостью для кипятка. Заварочный чайник заваривается самим кипятком, исходящим из танка. Своеобразный стиль Бен-Мари. Сейчас я расскажу вам о чае, который заваривается по моему рецепту заварки. Это чай с корицей. Кожуру корицы мы кладем в кипяченую воду и ставим на танк кипятком, чтобы она подогревалась, таким образом она заваривается. Этот напиток нужно пить после сладкого или кофе. Особенность его в том, что он балансирует сахар в крови, а также кофеин. Эдхем Тезчикар – это мой отец. Табличка моей лавки носит его имя, но у нас в семье есть традиция. Каждый родившийся мальчик называется в честь своего предка. Первый, кто открыл эту лавку, дед моего деда. Его звали Мевлют. У него был сын, которого звали Бекир, и меня назвали в честь него. Моего дядю назвали в честь Мевлюта. Мой сын тоже назван в честь моего отца, его зовут Эдхем Эмре. Турецкий кофе отличается от другого кофе, потому что после заваривания другой оседает вниз. Турецкий кофе не такой. Зерна поджаривают, а потом перемалывают и кладут столько кофе, сколько вы собираетесь выпить, и ставят на очень слабый огонь. Кофе очень медленно варится и настаивается на этом огне, как еда во время готовки. Особенность турецкого кофе в том, что сам кофе проваливается и разваривается, а не оседает.
Тот осадок, который остается после него, уже не нужен. Он называется телве. Другие сорта кофе опускаются вниз осадком. Особенность же кофе по-турецки в том, что даже налив его в чашку, телве продолжает его заваривать. Кофе – наше все. Традиционно с турецким кофе мы подаем сладости. Мы очень любим сладости. Есть щербет, есть и сладости на молоке, но больше всего мы любим сладости на щербете. Это пахлава, это мидие, а это шекер-паре. Традиционные десерты. В них зеленые фисташки, они вместе с сахаром вкладываются в слои теста и кладутся в печь. После печи мы заливаем это горячим щербетом, сахарным сиропом, и оставляем впитываться. Когда он впитается, то сладость получается не мягкая, а хрустящая и сладкая. После небольшого охлаждения в холодильнике можно с удовольствием ее съесть. Aynı şekilde koruyoruz. Soğuduktan sonra da yemeğe hazır hale geliyor. Алиуста. Алиуста – это чуть ли не легенда района. Приехать сюда и не взять здесь мороженое считается настоящим грехом. Неважно, какое время года, зима или лето. Для местных это уже стало традицией. И это не случайно, ведь мороженое здесь действительно вкусное. Рецепты у них традиционные, с использованием ингредиентов, которых не найдешь в европейских видах мороженого. Без добавок, без консервантов. Поэтому съесть его нужно в течение 2 дней. Therefore, the consumption of that should be within 2 days. Вообще, история мороженого уходит корнями в Османскую империю. Все началось с создания сорбетов королевской кухни дворца Топкапы. В конце зимы сюда доставляли куски снега с гор, которые хранили в глубоких, хорошо изолированных колодцах кухонь дворца. А потом летом этот лед натирали и смешивали со свежевыжатыми фруктовыми соками. Так появился сорбет, он же щербет, что изначально было способом охлаждения и консервации фруктового сока. Мороженое Алиуста появилось в середине 70-х годов. И знаешь, некоторые из первых клиентов до сих пор приходят сюда, уже будучи пенсионерами. Для них это стало неотъемлемой частью жизни. Летом здесь всегда собирается очередь. Но сегодня людям повезло, мороженое можно купить быстро. Я знаю, что очень часто в Стамбуле, особенно в популярных для туристов местах и вообще по всей Турции, из этого устраивают целое шоу. Но это же дондурма, а вот это у нас совсем другое мороженое, да? Да, это совсем другое. Это мороженое сделано из козьего молока. Поэтому оно и вязкое. Метод его приготовления полностью отличается от обычного. Такое мороженое тоже сегодня можно встретить на многих уличных прилавках. Оно пришло с востока Турции, из региона Мараш. Этот регион славится развитым животноводством, а особенно козьим молоком. Но это мороженое по-стамбульски. But this is Istanbul style. One of my favorite marketplaces of the city. So it's Kadıköy Marketplace. Одно из моих любимых мест в Стамбуле – это рынок Кадыкёй. Несколько улиц, которые можно смело назвать гастрономической столицей Турции. Ведь еда – важнейшая часть жизни турков. Путь из Центральной Азии на Малоазиатский полуостров и в Стамбул привнес множество традиций. И здесь еда – это настоящая смесь культур. Здесь есть все. От лавок с соленьями до деликатесных магазинов. От лавок с пряностями до магазинов с орехами. Все на любой вкус. И качество потрясающее. Многие магазины существуют уже 50-60 лет и все еще принадлежат тем же владельцам. В конце этого гастрономического района находится улица с тавернами, где большинство ресторанов специализируются на рыбе. Ведь здесь главный рыбный рынок азиатской части города. And so I try at least
once a month to here. Я стараюсь хотя бы раз в месяц приезжать сюда за покупками. Какая у нас еда? Конечно, я уже говорила о том, как много традиций переплетается в турецкой кухне. Но в основе ее, с одной стороны, лежит мясо. В основном это баранина. 70% of the meat products or meat. Примерно 70% всех мясных блюд в Турции готовятся именно из нее. Кроме того, мы активно используем субпродукты. Здесь не выбрасывают ничего. Едят все, от ножек до печени, почек и так далее. Есть даже специализированные магазины, где можно найти такие продукты. А еще у нас много различных рагу. We have lots of stews. During the Ottoman time, Например, в начале османской эпохи цитрусовые были неизвестны. Не было ни апельсинов, ни лимонов, и османы придавали кислинку блюдам с помощью незрелых фруктов, таких как зеленые сливы и недозрелый виноград. Даже айву использовали. Все это добавлялось в рагу. У нас много очень хороших овощей. Среди них, конечно, зелень. Мы обычно едим сезонные продукты. Если это не сезон, то в магазине продают сушеные овощи. then you're going to see at the next shop the hanging different vegetables. As an example, that one looks like a necklace is okra. Вот, например, висит окра. Она выглядит как ожерелье. Сезон окры летом, а зимой мы используем сушеную. То же самое касается баклажанов и перцев. And for pepper, for paprika. And these are also prepared as in summer. Эти овощи заготавливают летом, но не свежими. Их сушат, а потом перед готовкой замачивают, чтобы они стали мягкими. Баклажаны у нас тоже летний овощ. Мы сушим их в конце лета. Зимой их замачиваем в теплой воде, чтобы они размягчились, а затем фаршируем рисом, изюмом, корицей и луком. И тушим их в оливковом масле. Это традиции, которые мы сохраняем до сих пор. И стараемся есть только в сезон. Здесь начинается район ресторанов. И среди заведений особенно много рыбных. Рыбу в Турции едят, но в основном на западе страны, где есть доступ к морю. Because they have the connection to the water. When you go to the continental part of the country, Если отправиться в континентальную часть, например, в Центральную Анатолию, то там либо вообще не найдешь рыбы, либо только пресноводную. or you find some sweet water fishes. But here we have the very typical bonito. We call them palamut. Здесь же у нас есть самая обычная рыба – паламут. Сейчас как раз лучший сезон для нее. Есть еще одна деликатесная рыба – луфарь. Мы очень избирательны с луфарем. Обычно готовим его на гриле, хотя иногда и жарим, но чаще все-таки на гриле. Есть даже поговорка: когда луфарь мигрирует из Черного моря в теплые воды Эгейского и Средиземного морей, лучший период для него – это когда он проходит через Босфор. The period for them is when they enter Bosporus. When a bluefish. Как только луфарь вышел из Босфора, для нас он уже несъедобен. Да, мы очень привередливы в этом плане. Есть и другая рыба, которую можно найти почти круглый год. Это ставрида. А также анчоусы из Черного моря, хамса. And we have also the Black Sea anchovies, hamsi. These are the Это, можно сказать, самые популярные виды рыбы, которые мы едим в Стамбуле и вообще в Турции. Кроме того, у нас есть мидии. Их либо жарят, либо отваривают и фаршируют рисом. Это популярная уличная еда. Мидию раскрывают, одну створку используют как ложку, добавляют немного лимонного сока и едят. one shell is used as a spoon. You squeeze some lemon and have a bite. And there are also several places like that. Такие уличные точки здесь тоже очень популярны. Есть одно блюдо, которое не имеет отношения к рыбе, но также является очень популярным. Особенно полезным при похмелье. Кокореч. Слышал о таком? Intestines of a lamb, but very well cleaned. Это кишечник ягненка, который тщательно очищают, а затем накручивают на вертел. Готовят его на гриле, а после смешивают с различными специями и мелко нарезают вместе с внутренним жиром ягненка. And then put it with all of these oil. Все это кладется в хлеб.
Мы его просто обожаем. И часто едим, когда накануне переборщили с алкоголем. Wine or rakı a night before. Вот мы пришли почти 20 минут от центра Üsküdar'a в район Kuzguncuke, где мои родители тоже живут. И это типа вторая линия, там море сразу. Эти домики очень красивые, серьезно. Мне кажется, часть турецких сериалов как раз Да, вот они снимается снимают, да. вот в этих домиках. Ты был когда-нибудь внутри в одном из них? Да, я был внутри в одном. Я не знаю, как типа как Fairy Tail, да, серьезно, очень круто. Кто живет чаще всего в этом районе среди... Вот обычные люди, но раньше здесь жили евреи, армяне и греки. Здесь сначала был, конечно, типа греческий рыбная древняя, а потом в 15 века из Испании и Португалии приехали евреи, типа сефарады мы называем. Вот, они приехали, они начинали жить, и точно скоро мы посмотрим. У нас здесь есть 2 синагоги, 2 храма и 1 мечеть, который мечеть они построили в 1950 году. Самый последний мечеть они построили. У вас здесь оливки свои, Да. авокадо свои, Да. гранаты. Гранат. Вот здесь апельсин. Еще надо ждать почти 2-3 недели. Авокадо огромные, да, еще лимоны. Да, лимоны. Тут, да. Мандарины, я вижу, Да, уже мандарин почти готовы. уже даже упал. Вот здесь тоже есть. Вот просто он очень вкусный, чуть-чуть кислый. Скажи мне, Джимре, что бы ты хотел, чтобы турки позаимствовали у других стран? Ты очень много путешествовал. Ага. Ты нестандартный турок, ты очень много путешествовал. Что бы ты хотел, чтобы турки позаимствовали у других народов? Ну, чтобы, если бы они знали, что наша страна очень красивая, они могут быть чуть-чуть более аккуратно. Например, как мы видели, да, что они выкидывают мусор и так далее. Они могут быть чуть-чуть чище, типа на улице и так далее, так далее. Ну, и все, наверное, я не знаю, вот я так думаю. Если бы у тебя была возможность родиться в любой другой стране, следующие 3 жизни, ты можешь выбирать себе, где бы ты хотел родиться? Я еще хотел в Турции точно, потому что здесь это очень уникальная страна. Мои люди и так далее, поэтому у нас есть это чувство народа, много серьезно. Мы видим себя как один народ, серьезно. Это очень интересно, мне кажется, это очень важно. Мы слушаем одну песню, мы вместе полюбаем, вместе плачем и так далее. Типа, это важно, интересно. Не каждая страна такие. Şu an tam olarak Küçük Mustafa Paşa mahallesindeyiz. Сейчас мы находимся в райончике Кучук-Мустафа-Паша. Именно здесь жила моя семья, большая семья. Место, где выросли мои родители, мама и папа. Конечно, здесь многое изменилось. Burası tam olarak ailemin... А в этом районе моя семья обосновалась еще во времена империи. По рассказам моих родных, в прошлом это место было более зеленым, здесь стояли дома в несколько этажей. Сейчас часть исторического наследия еще сохранилась, но стоит отойти буквально на пару кварталов, и вы уже увидите многоэтажные бетонные здания, построенные с меньшим вниманием к архитектурной гармонии и инженерии, которые могут и не выдержать землетрясений. Здесь, на этих знакомых мне улицах, все еще живет частичка нашей культуры. Пожилые мужчины, уже на пенсии, проводят время в компании друзей. Они собираются вместе, чтобы сыграть в нарды или домино, выпить чашечку чая и поговорить. Это место, где они проводят время, убегая от одиночества, и наслаждаются размеренными буднями. А вот уже третье поколение с ростом социальных сетей и интернета все чаще встречается в торговых центрах, современных кафе или кофейнях мировых марок. Хотя я прожил здесь 35 лет, могу сказать, что впервые сижу в этом месте с чашкой чая. И в то же время вокруг встречаю знакомых соседей, людей из своего района, что делает этот момент для меня особенным. Я рад, что могу разделить его с вами. Sizinle de ilk kez böyle bir deneyim yaşamış oldum. Az önce sahilde gördüğümüz... На набережной мы разговаривали с молодыми ребятами, и они поделились с нами своими взглядами.
Они рассказали, что продолжают среднее образование дистанционно и не придают ему большого значения. Это часть их культуры, их собственный жизненный выбор. Здесь много различных верований и культур, влияние различных исторических этнических групп. Здесь также есть исламские объединения и религиозные сообщества. И эти ребята рассказали, что посещают одно из таких сообществ и получают религиозное образование. Dini ağırlıklı eğitim aldıklarını söylediler. Fatih biraz da bu dini cemaatlerin... Фатих еще известен как место, где сосредоточены религиозные сообщества. Но здесь также живут и люди разных культур – греки, евреи. Хотя их стало меньше, чем раньше, все же остались друзья детства наших отцов. И их воспоминания о том, как они росли вместе с греками. И несмотря ни на что, в этом районе до сих пор живут люди разных культур. Начиная с 50-х годов с развитием дорожной инфраструктуры в Турции, Стамбул стал принимать множество мигрантов из разных уголков страны. В его нынешней структуре, особенно здесь, в этом районе, ощущается небольшое отражение империи, где рядом уживаются разные верования, культуры, языки и религии. И, на мой взгляд, это прекрасно. Я не считаю, что мир состоит только из черного и белого. Между этими крайностями множество оттенков и серого, и, помимо этого, жизнь полна самых разных красок. Меня радует это многообразие. Благодаря моей работе я встречаю людей из самых разных культур и стран, и это приносит мне большое удовлетворение. Мне нравится знакомиться с новыми культурами, видеть, как люди приходят из разных жизненных условий и социальных слоев. Ağırlıklı olarak moda fotoğrafçılığı yapıyorum, ürün fotoğrafları çekiyorum. Когда речь заходит о модной фотографии в Стамбуле, важно отметить, что индустрия здесь действительно велика. Мы в основном работаем со славянскими моделями, хоть есть и европейские, а также модели из Ирана. В нашей команде также есть специалисты из разных стран, парикмахеры, визажисты, стилисты из России и Украины. Стамбул по-настоящему глобальный город, куда съезжаются люди со всего мира, чтобы работать в самых разных сферах и жить здесь. Благодаря развитой и модной текстильной индустрии, а также тому, что в последние годы турецкие бренды стали активно выходить на мировой рынок, здесь активно развивается производство. Помимо локальных брендов, многие известные международные компании частично перенесли свои производственные линии в Турцию. В стране выпускают изделия среднего класса и категории люкс, и турецкие компании сегодня делают уверенные шаги в сторону глобального брендинга. Все больше турецких фотографов выходят на мировую арену, завоевывая признание и внимание. Çok iyi dünya ünlü tanınır Türk fotoğrafçılar çıkmaya başladı. Это старый город, это район Фатих. Мы приехали на станцию Фенер, рядом мост Халич, рядом Галата мост, то есть стороны Галата Тауэр. Это место, где мужчины сидят с самого утра, уже читают газеты, пьют чай, кофе, болтают о жизни. Причем сегодня у нас, заметьте, среда. 10 утра. Мы сейчас идем по этим улочкам, ищем одно невзрачное место, я бы сказал бы комнатку. Те, кто меня с этим местом будут знакомить, сказали, что Андрей, это дыра, где собираются люди для того, чтобы пройти определенную местную психотерапию. Одно из названий этой местной психотерапии – это мейхане. И вот сейчас наша задача найти это невзрачное место, чтобы там познакомиться с людьми, которые уже лет 60 владеют этой комнатой, куда приходят всегда местные люди для того, чтобы обсудить темы, расслабиться определенным образом и поговорить. Вот сейчас пойдем и поищем, где же это место находится. Добро пожаловать в местную мейхане нашего района. Здесь мы собираемся с друзьями и соседями. Смеемся здесь и плачем тоже здесь. И просто проводим время. Это историческая часть Стамбула. Здесь есть своя культура. И здесь, в этом районе, очень особенная, своеобразная культура. Как мы решили основать нашу мейхане? Здесь была просто пустая комната.
И мы с моим дядей решили проводить здесь время и начали здесь пить. А потом наши друзья и соседи тоже захотели к нам присоединиться. После этого, когда много стало народу, а они все мои друзья, мы сюда взяли повара и решили открыть мейхане. Районное мейхане – это необходимость для каждого района. Люди имеют необходимость проводить время вечером где-то после трудного дня. И алкоголь – это самое лучшее времяпрепровождение для нас. Люди, которые сюда приходят, они не просто знают друг друга, а знают дедов и прадедов друг друга. Они здесь соседи многие-многие годы, семьями. Здесь нет каких-то неприятных событий. И если какое-то недопонимание происходит между людьми, они нас слушают. Они нас уважают и успокаиваются. Сюда приходят люди, которые не имеют больших денег. Они из нижних слоев общества. Поэтому мы не ставим цену на ракы, на анисовую водку. Они приносят ракы с собой, какое они хотят. Они платят только за еду и за закуски мезе, холодные закуски. После этого они едят, пьют, смеются, расслабляются. А если у них какая-то проблема в жизни, какое-то горе, они придут и поговорят со мной. И даже если у них какие-то проблемы в материальном плане, они могут даже не заплатить за еду, и мы понимаем это. Те люди, которые открывают мейхане на районе, это именно такие люди, как мы, и именно с этой целью. Те люди, которые сюда приходят, у них нет денег приходить в какие-то красивые места в центральных районах. И даже если они вдруг туда пойдут с кем-то, то все равно будут чувствовать себя там не в своей тарелке. Так мы и живем. Здесь люди могут делать все, что хотят, но мы никогда не принимаем ни уважения или какого-то кутежа. Здесь все мужчины. Но если женщина сюда придет, все эти мужчины внимательно относятся к ней, знают, что говорить и как общаться. Конечно, раньше сюда приходило больше людей, но из-за того, что акциз на алкоголь повысился и очень высокие цены на алкоголь, сейчас немножко меньше народу стало. Шерефе – это та вещь, которую говорят люди типа «на здоровье», «за здоровье», как тост. Но это на самом деле не тост. Шерефе – это ключ к тому, что нельзя разглашать. Люди, которые приходят и сидят за столом, поднимают этот тост для того, чтобы потом, встав из-за этого стола, вы подписали негласный договор о неразглашении того, что за столом говорилось. И тот, кто разгласит это, станет шерефсыз, то есть бесчестным. Поэтому шерефе – это тост за честь. Когда вы садитесь с друзьями за стол и говорите этот первый тост, это значит, что все, кто поднял бокал и произнес шерефе, подписали этот негласный договор. Что происходит, если кто-нибудь расскажет что-нибудь? Он станет шерефсыз. Что они будут с ним делать? Он не сможет сесть за этот стол больше, и с ним никто не будет разговаривать. Он будет выведен из общества. Чаще всего, когда вот собираются мужчины и долго выпивают вместе, даже если они друг друга знают, то все равно бывают моменты, когда кто-то кого-то задел, неправильно сказал, с кем-то сильно не согласен, очень сильно не согласен. Ну и, конечно же, мы в Турции, это там, где кровь горячая, и она бурлит сильно. Как вы решаете такие конфликтные ситуации, и как вы не доводите до того, чтобы люди здесь друг друга не поубивали? Что мы скажем, все уважают и слушают нас. Мы подойдем, скажем, не говорите ни о футбольном матче, ни о политике, ни о чем. И они нас слушают, успокаиваются, потому что нас все уважают. Для сравнения я хочу показать вам еще одно мейхане, где даже сегодня в обед собрались его постоянные посетители вместе с владельцем армянином. И да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Фидан, гида в Стамбуле, которая и помогла мне найти эти мейхане, которые мы с вами сейчас посещаем, а также Махир Бея, который чуть-чуть позже расскажет нам о ракы. — 60 лет назад были мейхане. Сегодня они превратились в аджакбаши.
Место, где стоит мангал и жарят мясо. Настоящих мейхане не осталось. Поэтому единственное настоящее мейхане – это наше. Я открыл этот ресторан 20 лет назад. Раньше у меня был такой же ресторан в Нью-Йорке. Что такое мейхане и для чего сюда приходят? Сюда приходят люди, чтобы увидеть своих дорогих друзей, чтобы выпить пару стаканчиков ракы, расслабиться и забыть стресс рабочего дня. Почему, когда чокаются, говорят «шерефе»? Так говорят, когда собираются с дорогими друзьями за столом. Первый раз наливают ракы и чокаются. Культура мейхане пришла от греков и армян и таким образом распространилась в стране. Армяне на закуску готовят топик – вегетарианский пирожок с нутом, луком и специями. Далмуса с скумбрией и фаву – это вареные конские бобы, оливковое масло и лук. У вас все закуски на оливковом масле? Потому что оливковое масло облегчает принятие алкоголя желудком. Раньше, перед тем, как сесть за стол и пить алкоголь, вы выпивали 2 ложки оливкового масла как раз для этой цели. Что больше подходит к ракы, рыба или мясо? Однозначно рыба. Ведь большинство холодных закусок на столе из моря. Холодная скумбрия, креветки, кальмары. Я родился в Стамбуле. Наша семья 300 лет живет в этом городе. Наш народ на этих землях живет уже 3000 лет. То есть мы 3000 лет в Турции и 300 лет в Стамбуле. У нас есть церкви, которым по 1700 лет. Только представьте, насколько давно наш народ пришел сюда. А вот эти ребята не из Стамбула, они из других городов, типа Малатьи. А мы приехали из Анатолии, внутренней Турции, но получили очень хорошее образование и стали полноценными жителями Стамбула. После этого познакомились с такими ценными людьми, как Арабей, и с удовольствием проводим с ним время. Этот господин 70 лет уже ежедневно пьет алкоголь. За 70 лет я не помню ни одного дня, когда я не пил. А мне уже 86. На здоровье, или, как говорят здесь, шерефе. Турция – это мусульманское государство, и, по идее, отношение к спиртному должно быть негативное. При этом местные свободно употребляют крепкоалкогольные напитки, оставаясь при этом самой малопьющей нацией в Европе. Распитие ракы – это не просто выпивание, а целое таинство и ритуал. Итак, из чего делают, как пьют местные и как правильно дегустировать этот напиток, нам сейчас расскажет Махир Бей. Aslında rakı sözlük anlamıyla itibariyle şöyle diyebiliriz. Есть мнение, что слово «ракы» пришло из арабского языка и происходит от слова «арак» – «пот». Пар ферментированного винограда или других фруктов во время переработки, охлаждаясь, капает как пот в емкость, поэтому напитку, произведенному таким образом, и дали такое название. На Ближнем Востоке раньше использовался уксус для дезинфекции. Предполагается, что врачи и алхимики того времени старались вывести из ферментированного и прокипяченного раствора фруктов пар, который потом капал в емкости и давал еще более крепкое и сильное средство, которое имело более высокий градус алкоголя. Это средство предположительно использовалось для дезинфекции или анестезии. А для смягчения градуса кто-то придумал его смешивать с водой и пить. Так оно и вошло в нашу жизнь. Для того, чтобы оно не беспокоило сильно желудок, придумали в него добавлять анис, который при смешивании с водой приобретает беловатый оттенок. Поэтому в народе ракы прозвали «молоком льва».
Считается, что в Османской империи он стал распространяться в конце 18-го, начале 19 веков. Ракы — это не только напиток, но и целая культура. Слово «мейхане» пришло с фарси, означает «место, где пьют алкоголь». Мей — вино, хане — место, поэтому в таких местах сначала принято было пить вино. Мейхане раньше были местами, где ставили низкие табуреточки и посередине вместо стола была бочка, в местах рядом с берегом моря, откуда можно было быстро поймать рыбу, разделать и поджарить ее. Люди, видя такие места, стали собираться и проводить там время. Но ракы не похожи на другие напитки. У нашего народа особенное к нему отношение. Ракы нельзя пить в одиночестве. Для этого нужно минимум 2, максимум 6 человек. Иначе застольный разговор будет испорчен. Нельзя пить ракы с первым встречным. Для ракы нужна доверительная обстановка. Первый бокал поднимает самый уважаемый в группе человек, произнося слово «шерифе», которое означает не на здоровье, а честь, достоинство, репутация. Но каждый раз, когда наливают новый стакан, не чокаются. Чокаются только если к застолью присоединяется новый человек. Причина этого кроется в том, что ракы очень крепкий напиток, а под влиянием высокого алкоголя можно рассказать все секреты сидящим с тобой людям. Поэтому произносится слово «за честь», как ключ, который закрывает все рассказанное за столом друг другу, запрещающий рассказывать это вне стола. В народе стол ракы между мужчинами называют «стол ключников» или «челингир сафрасы», где мужчины делятся своими горестями и невзгодами, ни в коем случае не вынося их вне застолья. Как пьется ракы? Сначала нужен собеседник, потом закуски, потом мясо или рыба и много времени. В стакан ракы добавляют воду, 1/3 ракы и дальше вода, или половина ракы и вода. Закуски должны быть из оливкового масла, ведь оно дает более медленное всасывание алкоголя в кровь. Сладкое или фрукты редко подают к столу, ведь ракы тоже сладкий напиток, поэтому сладкие фрукты только усилят влияние алкоголя. После 1 стакана ракы нужно обязательно выпивать по 1 стакану воды. Ракы не пьется быстро. Испитие 1 стакана длится около 40 минут. За столом в мейхане нужно знать меру, не смотреть по сторонам, не говорить громким голосом, но самое главное — пить с тем, кто тебе ценен и важен. Сколько ты чая выпиваешь в день? Обычно 5-6. Да, то, что утром несколько стакан, 2-3, а потом днем тоже. И вечером тоже после ужина. Обычно так у нас. Я открыл для себя Кузгунджук где-то в 19-20 году. Я здесь был и снимал, и ходил, и так, вау, какой интересный Стамбул, да куда бы я ни приезжал, вау, какой интересный. Что здесь было 10-20 лет назад? Вы же здесь живете много лет. Да, почти, мы живем почти 22 года. Но, конечно, здесь раньше был типа не так туристическое. Вот последние 5-6 лет здесь стал туристический, но раньше тоже они всегда снимали типа сериалы здесь и так далее. Но каждые люди знали друг друга, не было так много кофе и так далее, кофейники и так далее не было вообще. Вот сейчас они открыли на каждом шаге. И даже вот иногда трудно даже ходить сейчас. Но 10 лет назад серьезно, ты чувствовал серьезно, как настоящий Стамбул, настоящей жизни. А сейчас я чувствую, что здесь типа люди не живут просто, есть туристы, которые посматривают. И так. Как Стамбул поменялся за вот эти вот 20 лет, как вы живете здесь, и которые ты хорошо осознанно помнишь? Что в лучшую сторону, что в худшую? Ну, в лучшую сторону инфраструктура, мне кажется, и транспорт стал лучше. А что было хуже, сейчас меньше зеленый город у нас. Раньше, например, вот когда мы смотрим туда, там был как лес раньше, а сейчас вот здание. И пробка, конечно, стала хуже. Но красота, мне кажется, здесь очень красиво. Даже что ты делаешь, не можешь испортить. Если бы ты мог Стамбул описать простыми 3 словами, какие бы эти слова были? Уникально.
живая, третье, мне кажется, красота, да. Как ты уже, наверное, заметил, здесь, в городе, очень легко перемещаться между континентами. Мы были в Азии, а теперь вот снова оказались в Европе. И это очень круто, я считаю. И всего за каких-то полчаса. Именно. И каждый раз ты думаешь, вау, но только если не начинает идти ливень, конечно же. Да, но даже в дождливые дни всегда можно найти хорошие места. Хотя, конечно, когда солнечно, все эти виды еще красивее. Это район Каракёй. В XIX веке Каракёй был финансовым районом города. На улице чуть выше находилась улица банков. Все банки базировались там. А на стороне старого города находилась коммерческая часть. Рынок специй, склады и другие торговые помещения. А теперь мы переходим из нового города в старый по Галатскому мосту. Это самый популярный мост. Можно увидеть множество рыбаков повсюду. Они здесь 24/7. Даже если прийти ночью, например, в 4 утра, людей будет не так много, но рыбаки все равно будут. Они ловят мелкую местную рыбу – ставриду. Это любительская рыбалка. У них даже нет лицензий. Это такой приятный и бюджетный способ добрать качественный белок. Сегодняшняя демография города – это настоящая смесь культур. Здесь можно встретить много турков, приехавших с востока страны. Причина в том, что сельское хозяйство уже не играет такой важной роли, как раньше. С развитием индустриализации многие переезжают в Стамбул, который составляет около 60% от общего объема импорта и экспорта страны. Люди живут на окраинах города, но часто приезжают в центр. Это легко заметить по изменениям в их одежде и поведении. За последние 12 лет в город также приехало много иммигрантов из других стран. Это всегда было частью города. Сейчас многие местные жалуются. Ой, слишком много иностранцев. Хотя на самом деле они привносят в город столько всего нового. Но мы осознаем это лишь со временем. Maybe one more thing I have to add to the habits of Turks or the characteristic of Turks. Могу добавить еще кое-что о турецком менталитете. Турки очень любопытны. Они обязательно спросят, откуда вы, будут интересоваться вашей семьей и даже работой. Особенно если вы из Западной Европы или США. Может показаться, что они слишком заинтересованы. Они слишком интересуются вашим личным. Но это часть нашей культуры. Нам всегда интересно, мы любим спрашивать. И мне очень нравится наше гостеприимство. Это не только из-за туризма. Это всегда было частью нашей страны. Даже сейчас. Если вы путешествуете и останавливаетесь где-то, люди, которые вас не знают, сразу предложат помощь или угостят чем-то. And people don't know you, and you're like, they come to help you, or they offer you right away something. And, например, чашкой чая, или если они фермеры, продуктами с их фермы. Они предложат вам попробовать, и если вы попытаетесь заплатить, это будет воспринято как оскорбление, потому что они делают это от души. От сердца. Вот что мне особенно нравится в нашей культуре. В моем городе и в Турции в целом. These are the things I like a lot about our culture and about my city and Turkey. So if next time you're coming to Istanbul... Итак, если вы окажетесь в Стамбуле в первый раз или снова, и вам нужен будет англоговорящий гид для классной экскурсии по городу, пожалуйста, связывайтесь с Айшем. Все контакты я оставил ниже. Просто связывайтесь и проводите день, 3 дня или неделю вместе с Айшем. Çok sağ olun, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Cemre abi çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
Давай вот так. Давай, два раза. Раз. А, да, вот на турецком стиле, да. А почему вы так делаете? Ну, это теория оттуда. Как они понимают, если человек турок или нет, здесь должен быть одна, типа, косточка, вот. Да. У меня есть. Да, вот. О, тогда ты тоже турок. Потрогай, правда есть. Вот, вот. Ага, да, вот это, да. Вот. Поэтому это оттуда, вот у нас оба есть это, вот это значит это. Поэтому то есть я турок. Может быть, у тебя есть кровь татарина? Но у меня много разных... Да, вот. У нас тоже, никто не знает. Мы говорим, что мы турки, но Там мама кто знает, что мы. Благодарю.